Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у нас редкость. Мне удалось приобрести интересную модель от китайской мануфактуры Шанхай. Купил я эти часы в Гонконге, и давайте смотреть, чего там, собственно, у меня в пакетике. Ну, сейчас все достану, а потом уже будем разбираться, буду комментировать. Это вот часы, это вот такой буклетик с инструкцией. Здесь, соответственно, чек. Вот это так называется магазин. Рекомендую, там довольно много. В центре, в самом рядом с метро Джордан. Заплатил я за них 3852 гонконгских доллара. Но это где-то около 400 долларов. Там очень много ведущих китайских брендов. Здесь, кстати, вот буклетик такой, правда, все на китайском. Он в основном для китайцев даже, как мне показалось, заточен. И, ну, тут вот, кто знает, тот знает, да, Сигал, Шанхай, Фията, Бейджинг, из таких новых, это Сига, Хаофа, ну и так далее. Агилосер, кстати, я показывал модели. Меркур там продают. В общем, китайские бренды, китайские микробренды там неплохо представлены. И сами китайцы, соответственно, их покупают. Потому что даже буклеты на китайском языке. Это, в общем, привет тем зрителям, да, но, надеюсь, не подписчикам, которые считают, что китайцы свои часы не носят. В общем, вот такой магазин. Сами понимаете, центр Гонконга, аренда там безумно дорогая, просто один из самых дорогущих магазинов, городов мира. И, соответственно, просто так никто там не будет продавать часы, если их не покупает. Вот, я там все посмотрел, будет отдельный видос про это все дело. Но сегодня именно обзор Шанхай, часов, которые я купил себе в коллекцию. Ну, просто хотелось, на самом деле, чего-нибудь от Шанхая взять, потому что нравится мне этот бренд, нравятся мне вот эти три главные государственные мануфактуры: Сигал, Шанхай и Бейджин. И вот у меня как-то с Шанхая не так много в коллекции было, и, в общем, взял. Модель очень интересная, давайте с ней знакомиться. Я уже выкладывал, конечно, фоточки с этими часами в Telegram, в Инстаграме тоже выкладывал. Ну, а теперь я про них уже готов вам более детально рассказать. И вот давайте сейчас еще покажу буклетик, который в комплекте дали мне. Он, естественно, тоже исключительно на китайском, тут для разных моделей. В общем, как пользоваться, да. Все мне тут заполнили, печать поставили. Все как положено по красоте. Ну, а теперь время рассказа про эти часы. Ну, те, кто подписан на канал, они, в общем, знают, что Шанхай — это один из лучших китайских брендов. Это большая фабрика, это мануфактура, естественно. И конкретно эта модель была выпущена в конце 2022 года. Линейка Originate называется и модель Blossoms, да. Что это такое? Ну, с английского перевод это расцвет, цветение, что-то вот такое, да. Это новелла, роман про, как там они говорят, как мне объяснили, по крайней мере, в магазине, про истории из города Шанхая 60-х по 90-е годы. В общем, некая такая вот китайская классическая, уже можно сказать, литература. К сожалению, не читал, не могу ничего сказать. И паттерн на циферблате, такой немножко специфический, необычный здесь. Это рисунок со стен церкви Святого Николая в Шанхае. И эта церковь была важной такой вот локацией и играла роль как раз в этом самом романе. В общем, модель сделали не просто так, а вот по определенным мотивам. Это уже само по себе интересно. Второе, конечно же, интересно, что это мануфактура, и Шанхай производит полностью часы. Производит, конечно же, механизмы. И в данном случае внутри механизм Шанхай FWS-21, 28 камней, 28 800 полуколебаний в час и 42 часа запас хода.
Если кто из мастеров часовых смотрит ролик, вы мне напишите, это клон Яташки, да, или это что-то похожее. Мне кажется, это клон Яташечки. Дальше по характеристикам. Сталь 316L, водозащита 50 метров, кожаный ремешок под аллигатора сделанный, сапфир выпуклый. Ну и часы полностью полированные. И я вам хочу сказать вот сразу. Ай, хейтеры китайских часов, вот выключайте этот ролик, потому что и вообще вот, и вам нет смысла его смотреть. Эти часы я уже вам показал, да, примерно $400 я купил. Я вам хочу сказать так, полировка здесь в зеркало сделана. Знаете, как швейцарцы называют это черное зеркало, японцы некоторые называют это зарасу, некоторые по-другому. Ну, в общем, здесь эта полировка отражает все. И она выполнена просто на высочайшем уровне. Вот давайте возьмем вот этот вот чек и попробуем вот так вот посмотреть здесь, да, как на гранях часов отражаются эти буквы. И, ну, оно само за себя все это говорит, да. То есть вот смотрим на ребро сейчас. Все отражается как в зеркало. И это часы китайские за $400. Аналогичная ситуация, кстати, со многими китайскими часами. И это вот швейцарцы, да, и японцы говорят о том, что вот там полировка в зеркало, это прям нечто такое особенное. Это то, за что нужно платить десятки тысяч долларов. А китайцы это делают, в общем, за несколько сотен тысяч долларов. Конечно, понятно, что Шанхай, тот же Сигал, да, и некоторые другие китайские бренды, они ну, делают какие-то потрясающие вещи в плане отделки, и за это просят небольшие деньги. Для европейцев это нонсенс. Европейцы привыкли, что нужно платить $1000 за такое качество полировки. Шанхай, пожалуйста, без проблем. Когда я эти часы надел первый раз, это, кстати, я еще как раз был в Гонконге, поехал за город, да, пофотографировал эти часы на солнце, посмотрел, как это все отражается. И, в общем, знаете, ну, впечатление, конечно, потрясающее. То есть ты видишь супер классную отделку по корпусу, по циферблату, и у часов, которые стоят, ну, реально дешево, особенно если мы сравним их с теми же японцами или сравним с теми же швейцарцами своей ценовой категории, это, конечно, потрясающе. Поэтому если вы, наверное, не про бренды, да, а про вот именно качество, подход, внимание к деталям, то тот же Шанхай, это, конечно, марка, которая заслуживает самого пристального внимания. Ну, давайте поглядим теперь по размерам, что у нас получается. 39, по высоте 11,3, это с учетом стекла, без стекла, ну, собственно, здесь 8,7 я насчитал. От ушка до ушка, точнее, ремешок 20, от ушка до ушка 46,2. Мое запястье 18,5, и, конечно, посадка здесь оптимальная. Часы как раз вот того самого размера, который нужен. Они универсальны, да, то есть их можно и под пиджак, и под футболку, как угодно. Здесь все допустимо, к тому же, ну, вот этот паттерн на циферблате, он позволяет быть немножечко более, так сказать, игривым. Да, у меня есть два замечания к этим часам. Ну, конечно, я бы хотел, чтобы даты здесь не было, потому что она немножко выбивается из общего дизайна, но китайцы любят дату, они часто ее помещают на циферблат. И, конечно, вот это вот, опять же, паттерн под аллигатор на кожаном ремешке, ну, наверное, здесь стоило бы сделать обычный матовый ремешок. Ну, что есть, то есть. Ремешок, кстати говоря, сам по себе неплох. Я с ним, опять же, пару недель уже походил. Он как бы нормальный, он сделан хорошо, он тонкий, он хорошо облегает запястье и в носке удобный. Но я не люблю фальшивого крокодила, поэтому я бы хотел здесь видеть просто матовый синий ремешок. И я думаю, что эти часы как раз на такой ремешок и пересажу. К сожалению, опять же, нет здесь системы быстрой замены ремешка. Но вот видите, большие китайские бренды до этого пока еще, увы, не дошли. С другой стороны, с учетом качества этих часов и цены в $400, я готов, в принципе, эти мелочи им простить, потому что, ну, когда у тебя корпус сделан на уровне
уж простите меня, Гранд Сейка или Гранд Пресаж, как один мой хороший товарищ их назвал. И, кстати, очень метко это сказано. Я думаю, что это можно простить. Дальше идем. Давайте посмотрим по весу. Вес здесь на самом деле незначительный. Вес здесь всего лишь 55 грамм. Ну, тонкие, повседневные и классные часы. Здесь накладные метки, и знаете, очень интересное решение, здесь еще есть и накладные часовые и минутные метки. И они все, посмотрите, они все отдельные, то есть они все приклеены. Это кропотливая, детальная очень проработка. Все с зеркальной полировкой, и корпус, и метки часовые, и метки минутные, и, конечно же, стрелки. И знаете, когда смотришь на эти часы, может быть, конечно же, камера не так это все будет передавать, но когда смотришь на эти стрелки, на эти метки, на полировку корпуса, ты понимаешь, что если бы они были сделаны в Японии, то они бы стоили, ну, скорее всего, ну, где-нибудь $1000–1500. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, в зависимости от жадности бренда. Но китайцы это все делают намного дешевле. И, конечно, это здорово. Бакля. Тоже с зеркальной полировкой, с логотипом Шанхай. Логотип Шанхай. Ну, это как логотип. Это логотип такой немножко стилизованное именно название Шанхай. Здесь оно есть накладное. Здесь оно также есть и в виде букв. На цифре больше никаких надписей нет. Нет надписи, кстати, China Made, хотя было бы круто, если бы она была. Но, видимо, они решили, что лучше на циферблате сделать именно вот эти вот накладные минутные метки. И единственное, что здесь отличается от синего, такого достаточно глубокого цвета циферблата, это красный наконечник на стрелке. Хорошо, что люма нет, и ничего нас от этого циферблата, кроме дат, конечно, не отвлекает. Ну и логотип есть на заводной головке. Задняя крышка прозрачна. Здесь написано, значит, что у нас Шанхай фабрика существует с 1955 года. Ну и основные характеристики здесь выписаны. Плюс неплохая базовая отделка у нас идет на механизме. Он отполирован, и ротор, и я вижу неплохую отделку по мостам, так что, знаете, ну, вполне приятненько, что здесь прозрачная крышка, и вот на такой механизм можно и посмотреть. Я специально выбрал часы, которые были с прозрачной задней крышкой, хотелось именно показать механизм в ролике. Так, ну вот, собственно, у нас здесь получается солнечные лучи плюс вот этот паттерн, который в церкви в Шанхае. Ну что же, интересно и необычно. Посмотрите, как аккуратно сделано окошко даты. Оно с зеркальной полировкой и с сатинированием. Ну и метки, да. Часовые метки, минутные метки, везде зеркальная полировка и стрелки. Стрелки такие, знаете, с эффектом трехмерности. Может быть, они и трехмерные, но тут трудно сказать. Стекло выпуклое, поэтому приятное искажение по краям. Ну и полностью зеркальная полировка по корпусу. На мой взгляд, корпус здесь просто безупречен. И за $400 я бы сказал, что он просто потрясающий. Не знаю, как вам. Напишите в комменте. Ну, что скажу по итогам. В принципе, я уже все рассказал в ролике. Я знаю, что будет много хейта, потому что на канал приходят люди, которые любят бренды, а не часы. Но я думаю, что все-таки вы оцените эту модель так же, как я. Мне кажется, что это очень классно исполненные часы, и за свои деньги они дают слишком много, наверное, да, в сравнении с европейцами и с японцами. Если бы здесь было написано что-нибудь из приличных и европейских брендов, конечно, бы они стоили в несколько раз дороже. Но это, наверное, отдельный другой разговор. А так, я вам хочу сказать, что да, модель очень классно исполнена. Здесь приятные характеристики. Здесь, как мне кажется, хорошо проработанный дизайн. Поэтому с точки зрения соотношения бренда, цены и качества, здесь, конечно, просто все на высочайшем уровне. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.